Всем привет! По просьбе трудящихся записываю инструкцию, как делать карточки для Анки из видео. Это нужно для изучения языков. Ну, кто карточки видел, уже, в принципе, знает, о чем это. Выглядит это вот таким образом. У нас есть программа Анки, вот она. И у нас есть колода с карточками, где есть видеофрагменты. По сути, это весь фильм, из которого вырезаны диалоги и разбиты согласно субтитрам, предложениям. Вот. То есть мы просматриваем видеофрагмент и оцениваем. Сначала просматриваем без субтитров, слушаем, нажимаем, потом смотрим на субтитры. Вот такого рода карточки мы можем делать. Также можно составлять словарики, в которых будут изучаемые слова вместе с видеофрагментом. Эта методика хороша тем, что мы изучаем слова в контексте, что очень важно. Die Сейчас Regierung. покажу, как Die это Regierung. выглядит. Вот мы слышим слово Правительство. и перевод. Правительство. То есть сначала мы узнаем эту фразу на слух, проверяем себя, потом смотрим видеофрагмент с этой фразой, пытаемся понять на Sie слух, informieren die Regierung. и потом смотрим субтитры и перевод субтитров. Так, хорошо, давайте уже перейдем к созданию карточек. Прежде всего нам надо подготовить папку с видео, с фильмом и субтитры. Субтитры оригинала и язык, который переводим. Если у вас видео субтитры вшиты, их, в принципе, оттуда легко можно достать с помощью... Ну, я делаю, покажу, как я делаю. Я делаю с помощью видеопроигрывателя. Просто открываем фильм. Я использую подплеер. Здесь нажимаем Alt-L. Переключение между субтитрами. Выбираем субтитры, которые мы хотим извлечь. Потом нажимаем Ctrl-Alt-S. У нас появляется меню сохранения субтитров. Нажимаем «Сохранить». И также со вторыми субтитрами. Если непонятно по клавишам, можно залезть сюда субтитры, сохранить субтитры как. И тоже есть переключение между субтитрами. Так, субтитры мы подготовили, сохранили. Теперь нам нужно разбить субтитры по предложениям, фразам, по группам. Для этого я использую программу Subtitle Edit. И идем мы здесь, открываем необходимые субтитры. В данном случае мы открываем оригинал на английском языке. И что мы видим? Мы видим, что многие фразы, они обрываются, не соединены, допустим, вот есть запятая. И, в принципе, если мы вот таким образом сразу запустим нарезать карточки, у нас будет карточка до запятой. Нам это не нужно, поэтому нам нужно объединить фразы. Там есть... кстати, да, сразу покажу, какие программы нам понадобятся. Вот я здесь отобрал. Это значит Анки, соответственно. Версия компьютерная. Легко можно найти ее в интернете. Все программы бесплатные, в интернете легко ищутся. Потом формат Factory — это программы для конвертации видео. Собственно, самая основная программа Substance SRS — это программа для нарезки карточек, специально для этого создана. И Subtitle Edit — это программа для работы с субтитрами. Возвращаясь, значит, Subtitle Edit. И здесь у нас теперь нужно объединить, делаем следующее. Объединить короткие
строки. И я делаю так. Сначала я объединяю те, которые продолжаются, фразы с продолжением. И сюда я забиваю там много, 900, допустим. Делаю интервал между строками 2 секунды и нажимаю ОК. Таким образом, у нас соединятся все фразы, которые имеют продолжение, разделены запятой только. Теперь я хочу еще объединить, я так делаю, я хочу еще короткие фразы, которые друг от друга находятся на небольшом расстоянии, можно было бы соединить в одну карточку. Вы можете этого не делать, но я делаю. Значит, опять же, объединяем короткие строки, убираю галочку вот эту, и здесь я использую где-то 100 знаков, ну, может быть, 150. Ну, хватит. Вот здесь можно посмотреть пример длины получаемых предложений. Но у меня, в принципе, такая длина устраивает. Нажимаем ОК. Все. А теперь я сохраняю наши субтитры. Сохранить. Ага. И закрываю. Есть еще, если есть необходимость, можно удалить разные лишние знаки, но, в общем, это вы, наверное, в интернете сами поищите. Есть еще здесь, иногда пользуюсь, fix common errors. Это удалить ошибки, которые часто встречаемы, всякие, в общем, можете пользоваться, если надо, если в субтитрах много разных ошибок. Так, после этого, еще покажу, если у вас вообще нет субтитров нормальных, есть отличный вариант, лучший из того, что я вообще нашел. Можно сгенерировать субтитры с помощью нейронки. Это делается вот здесь. Видео, Whisper, но единственное, надо еще подгрузить сюда видео. Вот отсюда сюда видео засовываем. Выбираем язык. Здесь самый лучший, здесь много различных моделей для распознавания. Я использую вот эту модель. Она самая оптимизированная. И, конечно, лучше всего закачать большой пакет. Он 2D. Здесь разные есть. И все. В зависимости от вашей видеокарты, это не очень много времени займет. А качество, честно говоря, поразительное. Так, после этого, если у вас не было субтитров, вы здесь можете воспользоваться также автоматическим переводом с помощью Google переводчика. Есть также разные другие, но там требуется API. Ну, здесь, я думаю, все понятно. Закрываем. Дальше переходим в программу SAP SRS, то SRS, вот сюда. И здесь я уже подготовил. То есть это у нас уже этап нарезки из видео по имеющимся субтитрам созданным. Мы нарезаем карточки уже. Здесь первую строчку здесь выбираем, заполняем. Я уже все нажимал для того, чтобы ваше время экономить. Здесь субтитры оригинала. Здесь папка, куда мы хотим сохранять карточки. Здесь у нас язык, который мы хотим, чтобы был перевод. И здесь видео. Указываем путь к видео. Дальше выбираем звуковую дорожку. Если у вас здесь непонятно, какая дорожка, в принципе, потом можно это посмотреть здесь в превьюшке, после того, как мы заполним все разделы. Далее важно для языка, на котором мы переводим, выбрать правильную кодировку. Вот эта кодировка для кириллицы не подходит, поэтому я выбираю кириллица, где тут Windows, вот эту.
Здесь ничего я не трогаю. Если вам нужны какие-то из этих пунктов, можете вот сюда в помощь пойти и посмотреть инструкция, как все это работает. Здесь довольно много всяких параметров, я не буду на них останавливаться. Значит, генерируем аудио. Нет, не генерируем, нам не нужно. Генерируем э, скриншоты, тоже не нужно. Я генерирую видеоклипы. И здесь я выбираю максимальное разрешение, сюда нажимаю, и здесь я ставлю 100%, потому что он все это режет в AV формат, и, честно говоря, качество сильно хромает. Потом мы все это будем пережимать в другой формат, который кушает наш Анки на телефоне и на компьютере. Не все форматы, к сожалению. Ну ладно, это я вам позже скажу. Здесь, значит, я выставляю 3000 битрейт, аудио 128 оставляю. Здесь вы можете подрезать снизу или сверху, если вы не хотите видеть вот эти линии, которые там есть в фильме обычно. Черные полосы снизу, сверху. Вот. Это у нас можно, в принципе, если субтитр у вас очень заканчивается резко, и куски фразы могут обрезаться, здесь можно задать интервал, который будет после окончания фразы и перед. Но я этим не пользуюсь, потому что обычно у меня более-менее нормально с субтитрами все. Сюда мы, значит, пишем имя колоды. И теперь можем посмотреть превьюшку. Он будет так генерироваться. Здесь у нас должны отобразиться нормально шрифт. Если шрифт какие-то проблемы с шрифтом, значит, идем, меняем кодировку. И здесь смотрим превью аудио, потому что, может быть, мы выбрали не тот канал. Сейчас мы слышим, что у нас английский, не английский, а русский стоит. Нам нужен английский, соответственно, вот эта дорожка. Выбрали. Ну и все. Если все устраивает, нажимаем Go. Нарезка видео закончилась. Это у меня заняло, как видите, 15 минут. Нажимаем ОК. Закрываем программу, она нам больше не понадобится. И видим, в папке, которую мы указывали, появилась файл TSV. Чуть позже объясню, что с ним делать. И здесь у нас папка с видеофрагментами. То есть весь фильм нарезан в соответствии с субтитрами. Значит, следующий этап мы должны вот эти все фрагменты переконвертировать в формат, который Анки понимает. Ну и кроме того, все это в таком виде очень много весит. Сейчас посмотрим, сколько это весит. Так, гигабайт, 120 мегабайт. На выходе карточка у нас где-то будет около, наверное, около 200, может быть, меньше мегабайт. Карточка, в смысле колода. Значит, дальше мы все это конвертируем. Переходим в программу Format Factory. Здесь у меня уже есть предустановленный пользовательский пресет. Вот здесь. И я делаю следующее. Так как у вас еще нет собственных настроек, можно нажать вот сюда. Конвертация WebCam. Собственно, это и есть формат, в котором мы будем все переводить. Можно также для Анки перевести MP4 формат, но он не поддерживается на компьютере. На компьютере вы, если вы не хотите воспроизводить карточки, то, в принципе, можете в MP4, и можно карточки еще больше ужать с помощью кодека HEC. Но и здесь WebM, в принципе, не сильно отличается. Я пришел к выводу, что это оптимальный формат. Идем, значит, здесь, во-первых, ставим здесь опцию сохранить в ту же папку, откуда файл у нас. Здесь нажимаем «Добавить». Выбираем нашу папочку. Здесь заходим и выбираем все файлы на Ctrl-A. Или вот здесь еще есть способ
Нажимаем ОК. Это у нас открывается. И когда открылось, нажимаем вот здесь вот «Выходные настройки». Здесь вы можете задать как раз настройки, какие вам нужно. Я сейчас быстро перейду обратно к своим настройкам, чтобы вы могли посмотреть. Значит, вам нужно, сейчас опять повторю, можете свои настройки какие-то попробовать или использовать, которые у меня здесь стоят. У меня здесь формат WebM, видеокодек такой. Здесь такое-то разрешение, битрейт, ну, в общем, все видно. И обязательно проходку 2 раза. Это качество улучшает. Аудио, такие вот параметры. Ну и все, нажимаем ОК. И здесь ОК. Ну, кстати, качество выходного видео будет не очень хорошим. Я это делаю, чтобы, по сути, для заучения слов не нужно прям хорошее качество. А если много создавать карточек, то они будут занимать очень много места на телефоне. Поэтому там 100-200 мегабайт — это оптимально. И здесь нажимаем «Старт». Вот программа завершила работу, потратила на это целый час. Закрываем программу. Теперь идем, смотрим, у нас в папке с медиафайлами содержатся также файлы WebM. Выделяем все файлы WebM. WebM. Значит, теперь мы их копируем в папку, где у нас находятся все файлы для Амки. У вас по умолчанию должна быть папка, как у меня. Нажимаю теперь Ctrl-C. Перехожу вот в Collection Media. У меня по умолчанию находится вот здесь. Можете посмотреть, где-то такой же у вас путь должен быть. И вставляем сюда. Ну, как видите, 1000 почти получилось карточек. Хочу посмотреть, сколько это занимает. 123 мегабайта. Ну вот, значит, у нас весь фильм уместился на 123 мегабайта. Далее переходим к подготовке списка карточек, где у нас будет содержаться информация об данных, которые мы будем импортировать в Анки. Для этого мы открываем Excel и в Excel открываем вот таким образом файл. И видите, он предлагает сразу сделать разметку, форматировать. Здесь нажимаем «Далее». В общем, по умолчанию все должно быть нормально. У меня, по крайней мере, так. Нажимаем «Готово». И что у нас теперь получилось? У нас получилось, что есть 5 столбиков. Нам теперь нужно немного изменить информацию в столбиках, потому что в моих карточках, которые я делаю, у меня информация именно таким образом импортируется, подготавливается. У вас может быть немного по-другому. Если вы будете делать свои собственные стиль карточек, то вам придется здесь тоже, наверное, изменить. Так, у нас есть, как видите, ячейки, в которых ошибку выдает. Это из-за того, что некоторые символы Excel воспринимает как формулу, начинает исправлять. Надо нам с этим что-то сделать. Для этого нажимаем Ctrl-H и здесь делаем замену. Нам можно заменить знак равно и минус.
меняем на ничего. То есть мы их просто убираем. И здесь у вас должно стоять, что формула тоже. Так, заменить все. Всего 3 замены. Окей. Видим, что у нас сразу обратно все исправилось. Теперь заменяем на... у нас вот здесь вот все файлы с форматом AVI. Нам нужно заменить AVI на WebM. Заменить все. Окей. Заменил во всех карточках. Теперь следующее. Вот этот столбик, он не нужен. В моих карточках он не нужен. Поэтому я вот здесь пишу формулу. Я ее уже заранее скопировал. Память, чтобы не писать. Вы можете переписать ее вот здесь, вручную. Нажимаю Enter. И у меня здесь отодвину. Будет видно, что появилось вот этот столбик продублирован, но с вот этим форматированием. Это нужно, чтобы Панки Лэри мог воспроизвести это видео. У меня карточка не так делала. Потом щелкнем сюда на уголок, и эта формула применяется по всему столбику. Так, на этом мы заканчиваем редактирование и переходим к сохранению. Просто нажимаем «Сохранить». И что мы здесь делаем? Название можно выбрать любое, а вот здесь важно выбрать вот этот формат. Нажимаем и сохраняем. Нажимаем «Да». Все. После этого у нас появился файл, который мы можем использовать для импортирования панки. Так, открываем теперь панки, создаем новую колоду, и теперь их название фирма. Далее, вот у меня появилась эта папка. Далее можем на нее нажать, чтобы потом при импорте сразу выбиралась нужная папка. Нажимаем «Импортировать файл», выбираем наш файл 1CSV. Здесь в окне импорта надо выбрать тип записи. Тип записи, ну, это, по сути, форматирование карточки, как вы его сделали. То есть можно создать свой тип записи, и тогда вот эти столбики, они исключительно под мой тип записи были созданы, они вашему типу записи не подойдут. Если вы не использовали еще колоду с моим типом записи, который я делал, то у вас вот этой записи и не будет. Поэтому, чтобы она появилась, вам сначала надо скачать вот тип записи Movie, который я использую. Вам надо сначала скачать мою колоду. Наверное, я оставлю где-то в описании там ссылку на канал, где я выкладываю колоды с видео. Здесь автоматически выбралась нужная нам колода. И здесь выставляем. Значит, имя я ставлю, название наша колода. Здесь ID ставлю ничего. Ой, после последнего обновления почему-то стало все очень сильно глючить. Значит, видео закрепленное. У меня будет вот это. Значит, видео просто вот это. Expression, то есть выражение у нас английское, на иностранном фраза, и потом перевод. Все. После этого можем нажимать «Импорт». Импорт завершен.
Вот у нас отображается, что здесь 100 карточек появилось. И тут такая проблема возникает, что если мы откроем нашу колоду, мы только 100 карточек посмотрим, и потом еще все это будет отправляться в повторение. То есть мы уже, по сути, будем работать с записями. Я несколько иначе поступаю. Я сначала создаю фильтрованную колоду, и здесь просмотреть новые карточки. Здесь вбиваем какое-нибудь большое число для количества дней вперед. Хоп, и раз создалась колода. Я ее сразу обзываю, вот здесь нажимаю опции, обзываю как-нибудь, ставлю впереди восклицательный знак, чтобы она оказалась вверху. У меня все фильтрованные колоды, которые нужно просмотреть, вот так обозначены и находятся вверху. И если мы выйдем теперь вверх, то у нас вот она появилась, все 957 карточек. И что самое важное, при просмотре у нас не будут карточки отправляться на повторение. После того, как переберу всю колоду, просмотрю, отбираю слова, которые мне непонятны, выделяю их и создаю по ним словарики по каждому фильму. Эти словарики у меня собираются в отдельную папку, где я эти слова периодически повторяю, и там присутствует контекст в виде фильма. Когда колода у нас готова, мы можем перейти к ее экспорту. Для этого нам нужно, если мы просмотрели полностью, перебрали вот эту фильтрованную колоду, у нас здесь не останется ни одной карточки. И есть родительская колода, которую мы и импортируем, экспортируем. Но для этого нам нужно, чтобы это была пустая. Я ее просто удалю. Теперь все карточки переместились обратно в эту колоду, в родительскую, и мы нажимаем «Экспорт». Здесь я отмечаю все вот эти галочки, то есть пресеты, все медиафайлы и поддержку старых версий. Если галочку не поставить, то могут быть проблемы у других пользователей, кто будет пользоваться этой колодой. Нажимаем «Экспорт» и сохраняем. Так, все записи сохранены. Если есть другое устройство, нажимаем «Синхронизация». Колода передастся, синхронизируется на другое устройство. Мы же переходим в папку, куда я сохранил, и смотрим. Ну вот 127 мегабайт. Ну, на этом все. Если есть какие-то вопросы, пишите. Спасибо за просмотр. Еще хотел сказать, что, в общем-то, все, что мы сейчас делали, у меня автоматизировано. Я вручную это ничего не делаю. Есть хорошая программа, называется Кликерман. На самом деле их много разных кликеров, но я использую именно этот. То есть я ему прописал, что куда нажимать, и он, по сути, делает все за меня. Единственное, я готовлю видеофайл с субтитрами, готавливаю, потом запускаю кликерман, так вот он выглядит, и нажимаю play, и все. И автоматически все делает. Через 1,5 часа у меня готовая колода. Также, если у вас, может быть, есть вопросы, как работать с видеоколодой, ну, как я работаю, я могу вам тоже об этом рассказать, если интересно. И я автоматизировал большую часть операций по созданию словариков. Как это выглядит? Вот у меня есть различные языки и есть папка, колода со словариками из разных фильмов в том числе. Вот он, разных фильмов. И я могу, щелкая по словарику, я повторяю просто различные. Мерзнуть. И здесь видеофрагмент. Если вам интересно, как по-быстрому делать вот такие словарики, могу тоже об этом рассказать. Ну, на этом, наверное, все. Всем пока-пока.